Всем добрый день! В сегодняшнем ролике мы будем делать массаж коленного сустава при контрактуре коленного сустава. Я очень много вам об этом всегда говорю, но никогда с вами не делала самомассаж колена, так как это нужно делать от начала до конца при контрактуре колена, поэтому усаживайтесь поудобнее. Для этого вам понадобится вот такое небольшое полотенце. Также я приготовила вот немножко масла карите, с которым, как вы знаете, я всегда делаю массаж для своих пациентов. Если у вас нет масла карите, найдите что-то другое, с чем вы хотите делать массаж, но совсем без ничего будет, наверное, не очень хорошо. Поэтому можно взять любое другое масло, но нужно, чтобы руки, чтобы пальцы немного скользили. Перед тем, как начать массаж, я считаю очень важно вам рассказать о том, что мы будем массировать, потому что, в общем, секрет любого массажа – это знание анатомии мышц. Поэтому я для вас нашла вот такую красивую картинку. У нас получается, я вам покажу сразу и заднюю поверхность колена, и переднюю поверхность колена. Передняя поверхность колена, то есть это мы разрабатываем, если у вас не хватает сгибания коленного сустава, то мы будем массировать хорошо вот здесь, вот, да, впереди колена. Здесь нужно знать, то, что нужно знать, это четырехглавая мышца бедра, вот ее хорошо видно, 3 поверхностных волокна и 4 не видно, оно глубинное волокно. Четырехглавая мышца, прямая мышца бедра, квадрицепс, это все те названия, которые вы могли слышать, это все одна и та же мышца. Также здесь вам нужно знать вот о этой маленькой косточке, коленная чашечка, которую мы также будем задействовать в нашем массаже, и сухожилие прямой мышцы бедра, которая крепится у нас ровно под коленом. В общем, передняя часть ноги, передняя часть колена не так сложно. Немножко посложнее задняя поверхность нашей коленочки. Здесь мы будем массировать, здесь у нас, как вы помните, надеюсь, идут 2 основные группы сгибательных мышц, которые зажимаются, да, и которые не дают коленке полностью разогнуться. Именно эти 2 группы мышц мы и будем массировать. Здесь сверху у нас, да, получается верхняя часть ноги, верхняя часть бедра, полуперепончатая, полусухожильная мышца и двухглавая мышца бедра, то есть вот это и вот это, да. Эти 2 группы мышц крепятся под коленом. И также идет нижняя группа мышц, это икроножные мышцы, они крепятся над коленом, да, которые переходят в сухожилие, ахиллесово сухожилие, которое крепится вот здесь на пяточке. Это вот эти 2 основные группы мышц, которые крепятся крест-накрест, которые делают сгибание коленного сустава и которые мы будем с вами массировать. И также я считаю очень важно вам показать вот этот трактюс илиотибиаль, либо тансер фасциолата, которая также называют. Это большая фасция, которая у вас идет по боковой поверхности бедра. Вот она, вот эта вся, вот эта беленькая, это наша фасция, которая крепится у нас, видите, вот здесь вот под коленом. И которая также является частой проблемой при контрактуре колена, потому что она легко зажимается, сжимается и препятствует как сгибанию, так и разгибанию коленного сустава. Так, вот это анатомия, чтобы вы понимали, что вы будете массировать. Итак, усаживаемся поудобнее, берем наше полотенчико, кладем его под коленочку. Для чего? Для того, чтобы создать такое положение суставного расслабления. Для каждого сустава есть свое положение максимальной расслабленности. Для коленного сустава это вот такое небольшое сгибание в коленном суставе. В данном положении сгибательные и разгибательные мышцы находятся в максимально расслабленном состоянии. То есть вот такое положение. Дальше начинаем массаж. Начинаем наш массаж. Я беру немножко своего масла карите. Немножко поверну камеру. Так, и начинаем массировать. Я массирую в основном пациентам и сгибательные, и разгибательные мышцы, вне зависимости от того, какая наблюдается проблема. Но если у вас совсем нет времени, нехватка времени, я не знаю, хотите сэкономить, то вы можете, в общем,
посмотреть ролик полностью сначала, но потом массировать именно те группы мышц, где у вас наблюдается проблема. Допустим, если это разгибание коленного сустава, то вы будете массировать заднюю поверхность нашей ноги. Если в сгибании контрактура, то вы будете массировать, получается, переднюю часть колена, переднюю часть ноги. Но опять же, я бы вам советовала массировать и то, и то. Начинаем, как видите, я уже начала массировать. Массаж весь у нас занимает примерно 10 минут, у меня обычно занимает. Итак, я немножко вот намазала масло себе на ногу. Видите, как оно хорошо так не сильно скользит, и при этом, смотрите, у меня пальцы как глубоко проваливаются. То есть я начинаю массировать, обычно всегда массирую сухожилие, ахиллесово сухожилие, так как если оно зажато, соответственно, зажатие будет идти по всей нашей мышце. Массируем. Несколько движений. Так. И потом, получается, мы хорошо так массируем вот эту вот мышечную массу, вернее, 2 мышечные массы, да, по бокам, вплоть до наших сухожилий, которые крепятся над коленом, как мы помним, для этих мышц. Делаем несколько раз. Я, честно говоря, надеялась, что вы прям сядете со мной и вместе сделаете этот массаж. Поэтому, если вы еще не устроились, нажмите на паузу и садитесь, будем делать вместе. Так, дальше что я делаю, это такое движение, раздвижение вот этих 2 мышечных масс, как мы помним, да, если нет, снова просмотрите в начале анатомию, которую я вам показывала, то есть мы вот так вот как бы раздираем, да, заднюю вот эти мышечную массу, мы как бы раздираем надвое. Опять же, с учетом того, что согласно анатомии у нас идут здесь, да, 2 мышечных наших масс. Поделали и снова идем вверх, промассировали. Очень многие забывают об икроножных мышцах при контрактуре, а ведь они тоже участвуют в разгибании коленного сустава. Но если они зажаты, то колено не будет разгибаться. Так, еще масло. И теперь массируем вот здесь то, что многие из вас называют крупными жилами, с такими вот как веревками. Это как раз вы почувствуете сухожилия вот здесь вот наших полуперепончатая, полусухожильная и двуглавая мышца бедра, которые у нас проходят позади. Вот. Очень часто зажата снаружи, зажата сильнее, чем внутри. Там вот тут прям массируйте. Хорошо, вот так сухожилие и полностью. Так. Так. И так. Теперь мы промассируем нашу фасцию. Трактиус илиотибиаль или фасция, которая часто зажата, к сожалению, не только после операции протезирования, но и вообще. Очень часто проблемы в коленном суставе связаны с зажатием именно этой мышцы. Особое внимание следует уделить вот этой 1/3 нижней части, да, как вы помните, она у нас идет вот здесь вот и крепится вот здесь вот так вот, да, под коленом. Поэтому особенно желательно размять вот эту часть, которая находится на уровне колена. Здесь, так как я делаю сама себе, я делаю сидя, конечно, но если я делаю пациенту, то массаж вот этой фасции делается в положении на боку. Пациент на боку, не полотенце, подушка между колен, и получается вот так очень хорошо помассировать можно ладонью вот эту фасцию. Ну,
Это если вам кто-то будет делать массаж, то вы можете сказать, чтобы вам сделали в положении на боку. Массируем. Фасцию мы массируем как при проблеме в сгибании, так и при проблеме в разгибании, да, как вы помните. Так. Снова немножко промассируем позади наши сухожилия. Старайтесь расслабить ногу. Так, ну вот у нас уже прошло где-то минуток 6. Мы уже практически промассировали заднюю поверхность колена. Нам осталась только передняя поверхность. То есть, получается, передняя поверхность мы массируем квадрицепс или четырехглавую мышцу бедра, да, вот эту всю мышечную массу. Также не забываем про наши сухожилия, которые крепятся вот здесь под коленом. Также часто я делаю такой небольшой поперечный массаж, чтобы немножко подвигать наши сухожилия. Вот оно здесь. Как вы можете почувствовать, как такую бандлету. Ну, как плоское, что-то такое плоское. Это как раз наши сухожилия. Хорошо, промассируем. И дальше массируем нашу четырехглавую мышцу бедра. Как вы помните, здесь у нас идет две бандлеты, внутренняя и внешняя, и серединная, да, то есть 3 волокна. Всегда массаж, кстати, делается снизу вверх, да, поэтому мы начинаем с нашей пяточки и постепенно поднимаемся вверх. Так, и заключительный этап. Да, не забудем промассировать, конечно, все наши связки. Как мы помним, связки дают стабильность коленному суставу. Сухожилие – это место крепления мышцы. Да? То есть в нашем колене есть и связки, и сухожилия. Почему, кстати, вот наблюдается нестабильность коленного сустава после операции? Это как раз в случае, если вам случайно удалят, случайно не удалят, повредят. Когда пациенту случайно повреждают связки, то при операции, то вот связки это важно для стабильности коленного сустава. Тогда может быть нестабильность коленного сустава. Так, вот они у нас здесь по бокам идут связки. Связки я вам не показывала, но поверьте мне, что они идут вот здесь по бокам колена. Внутри и снаружи. Так, и заключительный этап нашего массажа для тех, у кого не хватает сгибания коленного сустава, это движение нашей коленной чашечки, мобилизация коленной чашечки. Она делается всегда вот в таком положении с небольшим полотенцем под коленом, иначе вы не сможете ее двигать, потому что у вас мышца квадрицепса не будет расслаблена. Вы не сможете этого сделать. Поэтому всегда мобилизация коленной чашечки делается в положении максимальной расслабленности коленного сустава, а именно вот в этом положении. У нее 4 движения, но движения, которые нас больше интересуют, это вниз и вверх. Вниз и вверх, видите, очень хорошо видно, как она движется у меня. Делаем, сколько делаем? Ну, я делаю раз 6. 6 снизу вверх, раз. И получается 6 раз также справа налево. Так, и справа налево. Можете также можете делать, можете нет.
но наиболее важное движение это сверху вниз, так как коленная чашечка при сгибании, коленная чашечка у нас, как мы помним, также движется, да, и если наблюдается неподвижность коленной чашечки, то у вас также будет наблюдаться и снижение в сгибании коленного сустава. Так, коленную чашечку мы подвигали. В общем, все, мы сделали массаж, который примерно у нас, смотрю по времени, занял примерно 10-12 минут. Теперь ваше колено готово к любым манипуляциям и упражнениям. Вы можете делать либо упражнения, либо какие-то манипуляции с коленным суставом. Да, активно-пассивное сгибание – это когда вам кто-то помогает сгибать коленный сустав, либо сгибать коленный сустав, либо также можно помогать разгибать коленный сустав. Да, когда вот кто-то, допустим, вам помогает, там, не знаю, супруг, супруга, дети, то нужно вот так с двух сторон, это на разгибание. Вот так мы давим коленный сустав, держим 5 секунд и возвращаемся. Давим коленный сустав, держим 5 секунд, возвращаемся. Это если нехватка в разгибании. Если у вас нехватка в сгибании, то этот ролик у меня есть. Вы лежите, и вам кто-то помогает сгибать коленный сустав, держит 5 секунд и вы разгибаете. Также хорошо делать при контрактуре и также при любых других травмах колена, когда наблюдается снижение амплитуды движения. Я надеюсь, что ролик был вам полезен. Если он показался вам интересным, можете поставить лайк, так его сможет увидеть большее количество людей. А я прощаюсь с вами до следующих видео. Всем пока!